Почти каждый, кто хоть немного интересовался фэншуй, слышал, что в юго-восточном секторе, который связан с богатством, нужно поставить растение, дерево, символ роста, изобилия и движения вверх. Все об этом знают, и почти все это делали. И это практически ни у кого не заработало, и денег больше не стало. Жизнь остается такой же. И вот тут начинается то, о чем не пишут в книжках, о чем не рассказывают в бесплатных видео. Секрет, который передают от мастера к ученику, и который многие, даже зная, держат при себе. На самом деле есть причина, почему этот секрет настоящие мастера не передают случайным людям. Это техника безопасности. Слишком большие изменения в жизни следуют за его применением. Об этом позже. Дерево не растет в пустоте. Оно не вырастет на пустом полу или на стеклянной полке. Ему нужна опора, нужна почва. Без земли оно не получит питания, не включится. Земля – это то, что активирует дерево. И если в секторе богатства нет энергии Земли, все, что туда ставится, не оживает. Сектор не активируется, и в жизни не появляются новые возможности. В этом секторе, кроме энергии дерева, должна также находиться энергия Земли. Она критична для роста дерева. Земля в фэншуй дает устойчивость, надежность, внутреннюю опору. Цвета земли терракотовый, желтый и песочный. Формы земли – квадрат, прямоугольник. Материалы – керамика, глина, хрусталь. Тяжелые натуральные ткани. А дальше еще один секрет. В этом секторе не должно быть яркого света. По циклу элементов огонь сжигает дерево. Эта зона не любит прожекторов и яркого света. Она любит полумрак, мягкое тепло, уют. То есть в этой комнате надо объединить элемент дерева и земли. Сам сектор уже имеет дерево. Поэтому чисто символически можно поставить неколючее комнатное растение, желательно с широкими листьями. Землю нужно добавить самому. Это может быть ковер цвета земли, цвет стен, предметы декора, такие как керамические или хрустальные вазы, картины с видом гор и так далее. Теперь должен вас предупредить, после активации этого сектора, по всем принципам, описанным выше, ваша жизнь начнет меняться. Дело в том, что фэншуй воздействует на нас изнутри. Цветущая энергия дерева – это рост, появление новых возможностей. Вас начнут замечать, продвигать, поднимать. Это не всегда приятно. Часто надо бороться с собой. Так как хотелось, чтобы богатство свалилось на голову, а оказывается, оно меняет всю нашу жизнь. Надо быть готовым к хорошим переменам, но они будут обязательно. Но добавлю, что эта самая энергия и нас готовит к этим изменениям. Мы сами начинаем приходить к тому, что эти изменения нам нужны. И когда они приходят, мы уже готовы сделать над собой усилие и подняться на следующую ступеньку. Энергия дерева тянет вверх, и она не терпит лени. Она запускает в нас тягу к движению, к новым задачам, к росту. Это не про халяву, это про готовность расти. Юго-восточный сектор находится рядом с южным и оказывает на него воздействие. Юг – это слава. Если энергия богатства усиливается и начинает работать, то человек становится заметнее. Его успехи начинают обсуждаться. Это, естественно, влияет и на юг, зону славы, признания, вдохновения. Напротив юго-восточного сектора находится северо-западный сектор, помощники, путешествия, сектор главы дома, мужа, сектор императорской службы. Это значит,
что, активируя зону богатства, мы одновременно вызываем отклик у зоны помощников. Часто это выражается в том, что появляются новые люди, готовые поддержать, продвинуть, открыть двери. Это могут быть руководители, инвесторы, сильные партнеры, наставники. Активируя юго-восточный сектор, сектор роста и новых возможностей, мы меняем свою жизнь и поэтому должны быть готовы к этому. Может появиться ощущение, что все слишком быстро меняется, но на самом деле энергия идет волнами. И зная, что ты сам включил этот процесс, гораздо легче сохранять фокус и идти дальше. Учитывая, что речь идет об иньской энергии, может взять от полугода до года, пока она заработает, но это будет мощно. Иньская энергия глубокая, мягкая, текучая. Она прорастает медленно, но основательно.